Итак, всем доброго дня. Собственно, машинка LG, и она у нас опять скачет. Я вот в этом видео уже показывал, что я делал с машинкой. Я делал вот такие вот проставки. Я эти проставочки приклеивал на 3М скотч к полу. Машинка у нас абсолютно выставлена по уровню как так и вот так вот. Но, видно, пришло время амортизаторам. Амортизаторы убились, и машинка очень сильно скачет. Вот так вот ужасно гуляет машинка. Просто раздолбалась вся. Смотрите. И уходит. Уходит. Просто вот ее ставишь и пошла гулять. Трясется. Просто смотрите как. Как это все дело, собственно, проверить, что дело у нас в амортизаторах, друзья. В принципе, ничего хитрого здесь нет. Помотайте вот так вот. Ну, слышите, да, стучат амортизаторы. Они абсолютно не держат. Абсолютно гуляет вот этот вот. Ну, вот, смотрите, если вот так качнуть. Видите, как он гуляет. Ну, то есть, амортизатор мертвый, абсолютно ничего они не держат. Я заказал вот такие вот новые амортизаторы. Собственно, они и на Wildberries, и на Озон есть. Стоят они не так дорого, но есть совсем дешман. Но эти вроде вот типа как оригинал. Собственно, сегодня мы их будем менять. Опять же таки, я покажу, как это все делается. Делается абсолютно несложно на машинке LG. Так, короче, машинку мы вытащили, чтобы здесь нормально с ней работать. Ну и, собственно, что делаем? Просто берем, кладем ее вот так вот на бок. Опа. Чтобы не ободрать. Ну и, собственно, подходите сюда, вот я вам покажу. Вот наши амортизаторы. Видно, что они уже, видите, стучат. Один. И здесь у нас второй. Давайте начнем с нижнего. Для этого нам нужен вот такой вот ключ. Ну, я думаю, у всех он есть. Берем. Ну и так чуть-чуть поддвигаем. Видите? До вот этого стопора вот этот наш палец дошел. Дальше. Берем головку на 13, просто ее одеваем, вот так вот одеваем головку на 13, чтобы она давит язычок вот этого пальца. Ну и дальше мы этот палец просто достаем. Можно этим ключом, можно плоскогубцами. Берем и просто вот так вот его вытаскиваем. То есть сейчас стопор не держит, и палец у нас просто опа, вылазит. Вот, видите, вот этот язычок продавливает у нас головка. Когда головка на 13 одевается, она его просто продавливает, и палец у нас выходит. Вот у нас амортизатор раз. Видите? Ну, вроде как амортизатор ходит, но у него нет такого усилия. Сейчас мы это все проверим. Дальше. Здесь делаем то же самое. Одеваем головку на 13 раз. Ну и дальше вытаскиваем палец. Давайте также вытаскиваем. Опа. Вышел палец. Вот он. Это верхний. Ну и вот. Достаем амортизатор. Амортизатор также у нас 100 ньютон. Снимаем теперь аналогичным образом верхний. Одеваем головочку. Одели. Ну и дальше вытаскиваем палец. Помощники. Помощники у нас, видите, вот работают вместе. Можно еще вот так вот. Берем за палец и давим просто. Видите, он моментально выходит. Здесь, конечно, не так удобно. Так. Вытащили амортизатор. Собственно, давайте сравним старый амортизатор и новый амортизатор по их нагрузке. Ну, вот этот вот он как-то проваливается вот в этом месте. Вот прям раз вот так вот. Ну, давайте включим весы.
И проверим. Ну, видите, 5-3 килограмма. То есть он у нас немного подсдох. И вот, видите, у него видно переход. Видно, в этом переходе он износился. То есть у него идет где-то вот здесь вот прям резкий вот. Раз, и резко он проваливается. Еще раз. Проверяем. Оп. Ну, 3-4 килограмма. Проверяем новый. 9-10 килограмм было. У амортизатора есть вот этот вот кантик. Вот. Есть сзади, ну, как бы кантика нет. И видите, у оригинальных амортизаторов вот эта втулка у нас разорванная. Ну, то есть, вот ее видно, да? Здесь втулка не разорванная. Но когда вы будете забивать палец, она вот по этой вот трещинке должна разорваться и также, ну, вот так вот раздвинуться. Многие убирают эти втулочки. В принципе, это тоже можно сделать, но многие мастера говорят, что этот амортизатор без этой пластиковой втулки будет ходить не так долго. Вот, видите, эту втулочку можно убрать и просто посадить палец, ну, просто на резинку. В принципе, это можно сделать, но эта пластиковая втулка, она очень хорошо защищает вот эту вот резинку, ну, чтобы не было никаких люфтов у нас. Поэтому мы сейчас будем забивать, устанавливать вот сюда вот так вот ставится палец. И эта пластиковая часть, она должна вот так вот разорваться. Шток у нас идет вот так вот вниз. Заводим верхнюю часть. И я вытягиваю сразу и заведу нижнюю. Нижние пальцы у нас не вот такие вот смазки. Вот. Они, наверное, зайдут, скажем так, чуть получше. Ну, смотрите, многие их забивают молотком. Давайте тоже попробуем. Еще раз повторюсь, пластиковая втулка должна у нас разорваться. Все, видите, разорвалась и палец прошел. Вот, теперь будет сидеть она очень и очень надежно. Верхнюю также, но верхняя здесь у нас пластиковое крепление, поэтому очень аккуратно. Также ведем. Все, видите, прошел, но очень и очень, друзья, аккуратно. Там эти втулки разорвались, и теперь у нас амортизатор, видите, находится, ну, скажем так, в отличном натяжении. Показываю вам лайфхак. Вот у нас старый амортизатор, вот видите, идет, вот новый. Здесь втулки не разорваны еще, а здесь уже втулка разорванная. В принципе, чтобы не забивать, не мучиться, можно взять вот эти вот новые втулочки, вытащить. Также можно взять вот эту вот старую втулку и просто уже разорванную переставить вот сюда. Если она у вас не разорванная, она, ну, достаточно, ну, тяжело, скажем так, входит. Ну, то есть вот этот вот палец тяжело входит. Многие их убирают. Но я все-таки считаю, что их нужно ставить именно с этими втулками. Втулка просто вот эту резинку уберегает от излишнего износа. Иначе у вас палец будет ходить вот так вот по резинке, и он ее достаточно быстро разобьет. То есть у вас будет амортизатор вот здесь вот стучать. Ну, это не очень хорошо. Ну, видите, достаточно сложно она лезет, потому что втулочка у нас новая, и она у нас не разорвана. Еще раз попробуем задвигать. Все, залезла. Все отлично сидит. Палец даже можно чуть-чуть смазать чем-нибудь. Ну, многие смазывают мылом. Давайте я тоже сейчас мылом смажу и забьем. Так, ну вот, намылили. Палец показываю, чтобы он просто легче заходил. Загоняем его сюда тоже. Опа. Ну вот, не упирайтесь в ухо, потому что ухо пластиковое, можно сломать, можно в сам амортизатор упереться. И видите, он достаточно легко и просто заходит. Так, да, все, он зашел без проблем. Это у нас здесь был старая втулка. Ну, со старой втулкой, видите, вообще все без проблем зашло. Так, ну, собственно, делать будем ножки. Это передние, это задние.
Передние вот чуть меньше промятые, задние чуть больше промятые, у нас уйдут они назад. Собственно, на задние обычно я не кладу 3М скотч, но в этот раз я тоже положу, вот, чтобы она не так сильно ходила. 3М скотч держит эти подушечки, скажем так, и машинка в них остается, не так сильно гуляет. Но сейчас мы заменили амортизаторы, она и так должна хорошо стоять, а в этих подушках будет стоять еще лучше. Самое интересное, начинаем крепить вот эти вот подушки. Машинка у нас стоит уже вся по уровню. Так, вот так вот отгибаем и просто примеряем, где у нас ножка, и приклеиваем эту ножку к плитке. Раз. И у нас... Так, давай чуть опустим, попробуем. Так, отлично. Нога стоит. Теперь приподнимаем и ставим вторую ногу. Так, вторая нога. Опускаем. В принципе, здесь все элементарно. Одному только не очень удобно. Опа. Вот так вот нога. Ну вот, смотрите, видите? Ножка. Прям вот так вот ее опускаем. Раз. Сошла. Ну и эту ногу также прицеливаемся. И опускаем. Хоп. Опустили. Все также приклеилось. Так, загрузили тяжелые вещи, чтобы как раз проверить, будет она у нас бить, не будет бить. Загрузили две занавески. Она с ними как раз ходит очень хорошо, прыгает. Ну, собственно, сейчас будем наблюдать. Пошел отжим у нас быстрый. Смотрим. Машинка, да, вибрирует чуть-чуть, но сильно не гуляет. Как она у нас раньше скакала, блин, вообще ужас. Сейчас смотреть. Вообще стоит на месте. Просто. Раньше она скакала просто вообще, я не знаю, по всей вот этой прачке. Да, есть вибрация, от нее никуда не уйти, но она в разы, просто в разы меньше. Работает на 800 оборотах. 800. Еще раз показываю. Тишина. Никуда вообще не ходит. Белье вон фигачит. Когда вот столько много белья кладешь, она у нас раньше скакала просто вообще капец. Так, ставим стакан. Ну вот смотрите. Чуть-чуть вибрация есть. Но с 800 оборотами работает вообще отлично. Никуда не пляшет, никуда не уходит. И водичка, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Но в целом все супер. Давайте подведем итог, почему машинка прыгает. Ну вот смотрите, старые амортизаторы, они вот в этой части, они ходят туго. То есть они как бы ходят нормально. Но у них есть вот здесь вот выработка. Вот ее даже видно. Видите, вот идет часть, и вот здесь вот идет износ. И когда вы давите, скажем так, шток, он вот здесь вот туго ходит, а здесь он пук и проваливается. То есть раз и проваливается. То есть в этой части он уже изношен. Видно вот эту часть, да? То есть, ну вот видите, поношенная часть. Также с этим абсолютно. Здесь тоже, ну вот видно, часть изношена, изношена, изношена. Ну вот, ее видно. И это место у нас износилось. То есть здесь, если он ходит туго, здесь надавливаем, и он проваливается. Видите, здесь, ну, не держит совершенно. Туго, и хоп, и проваливается. Поэтому эти амортизаторы, ну, можно уже выкинуть. Когда мы поставили новые, они вот в этой части не изношены. То есть здесь нет у нас износа. И поэтому машинка у нас не прыгает. Восстанавливать эти амортизаторы, я думаю, бессмысленно. Вот эта вот часть у нас просто банально изношена. Многие, я знаю, там вставляют всякие там ремни, еще что-то. Здесь как-то их зажимают, эти амортизаторы.
но смысла нету. Стоимость новых амортизаторов, ну, где-то 1500 за комплект. Я считаю, нужно брать хорошие амортизаторы. Я взял амортизаторы Суспа. Это там, ну, достаточно дорогие такие брендовые амортизаторы. Ну, как дорогие? 1500, по-моему, комплект. И машинка у вас скакать не будет. Сейчас машинка у нас стоит как влитая. И еще я вам советую, друзья, взять под машинку вот эти антивибрационные подушки и приклеить их на 3М скотч. И у вас машинка вообще будет стоять как влитая. Собственно, если она у вас скачет, меняем, соответственно, амортизаторы. Берем хорошие амортизаторы. Берем на 100 ньютон, кто-то даже на 80 ньютон берет. Машинка, говорят, еще меньше вибрировать начинает, потому что они более мягкие, они ходят там, скажем, ну, более мягко, что ли, по всему штоку. На этом все, друзья. Кому было полезно, обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий. Все, друзья, всем пока.